Объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога, и, поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Вертелись, вертелись, и вот он уже, голубчик, а стреляй не хочу, я на гашеточку чик-чик. А патроны кончились. Это потому, что в тактике истребительной авиации, в пункте 16 сказано, необходимо экономить боеприпасы Бордо. Открывать огонь только... Хорошо прицелившись, да. Так мы так и делали. Угу. Вы с начала боя, как и шланг... Товарищ капитан, разрешите обратиться? Обращайтесь. А в следующей строчке сказано... Все случая не было. Я вас хотел прощения попросить. За что? За вчерашний вылет, то, что из боя вышел. Что подвел вас. Вы группу подвели. У меня что прощения просить? Вы же не на ногу мне наступили. Понятно. Ну, зато с другим ведущим я уже такой ошибки не совершу. Почему с другим? Но вы же со мной не будете больше летать, я вас отлично понимаю. А не надо меня понимать. И решать за меня тоже не надо. Первый боевой вылет. Я понимаю. Свой прекрасно помню. Так это значит, что... Значит, будете летать со мной. Спасибо. Ну, угостили фрица на этот раз. И вернулись все, главное. Ну, что сказать. С почином. Служу Советскому Союзу, товарищ подполковник. Борька его первый заметил. Из первого захода бац-бац! Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Ну вот и служите дальше. Ладно, отдыхайте пока. Завтра опять летаем. Поздравляю. Рассказывай. Прощайте меня. Прощаю. Спасибо. Пойдем отдыхать. Ты понимаешь, что это подлость? А? Что такое? Ты расстрелял парашютиста. Да, я расстрелял. Я фашиста расстрелял. Он был полностью беззащитен, а ты его в клочья. Даже немцы ненавидят своих, кто стреляет безоружных. Это он-то безоружен был. А моя сестра, мой брат, ему 6 лет было. А моя мать, они тоже были безоружны, когда эти вот твари их сжигали в сарае живьем. Вот ты где. А я обыскался. Держи, выдавали. Борь, ты как? Нормально? Нормально. Пойдем, скоро ужин. Давай еще. Ты, Ленька, где я сейчас это? Посижу еще, приду позже.
Ладно. Давай, приходи. Тетерин. Я. Пожарный расчет медиков на аэродром. Есть? Короче, это кто-то в юшку по ветру пустил. Я Бордо, мотор греется, боюсь заклинит. Остальные целы? Дракон, незначительные повреждения. Бордо на посадку, остальные на круг. Я Бордо, понял, иду на посадку. Помоги. Сидоренко, ну сделай что-нибудь, закрыл, компрессировать уже. Кушать хочешь? Сегодня специально Зря желаю. заметила. На скорости 400 начинает стучать, долбит как пулемет. Ну, Да посмотри, посмотри. Иди лучше перекуси. Держи. Скажи, а у нас краска есть? Краска-то есть, а вот мотор спалил. Новый мотор только с завода. Все, теперь на списание. Я же не специально. Ну ты мне объясни. Ну почему у товарища капитана мотор выдерживает 12 боевых вылетов? А у тебя только 3. А это знаешь почему? Да потому что летать не умеешь. Газуешь туда-сюда. А машине совсем не думаешь. Точно. А я, между прочим, Месси разбил. Ну, сбил и молодец. А вот пользы ты не принес. Потому что взял и мотор спалил. А ты знаешь, сколько он стоит? Его женщины, дети на заводе для победы для нашей собирают. А он взял и за 3 вылета и сжег. Да иди ты, замполитый, речи толкать. Борь, ты видел, как я своего первого сбил? Не видел я. Там такая карусель была. Ай, барон. Товарищ капитан, как и обещал, первого сбитого посвящаю вам. Сидоренко, Ну что, вкусно, Лид? а про машину все-таки не забудь. Думали, я забыл? Больно сильно стучит. Я слов на ветер не Особенно на бросаю. скорости. Я понял. Траекторию не держит. Сначала подтверждение получу. Завидует. Завидует. Ну и? Да сбил я его, товарищ подполковник. Да, с чего ты взял? Ну вы же видели, дым пошел. Ну ты тоже с дымком вернулся, и что? Да не в этом дело. Но он как неживой летел. Я ему либо тяги рулевые перебил, либо летчика ранил. Но я к нему пристраиваюсь, а он не ускоряется, не уходит. Я бы его сбил, если... Для чего тогда эту фотобандуру вешают, если ничего доказать нельзя? Товарищ младший лейтенант, вы знаете, что сбитый вражеский самолет должен быть подтвержден свидетелями. Либо с воздуха, либо с земли. А эту бандуру вешали для того, чтобы удостовериться, что ты его врага стрелял, а не сжег весь боеприпас где-нибудь за леском. Для отчетности. Вот это документ. А может быть, кажется, живой, не живой, маме рассказывать будешь. Паш, спокойней. Ты падение видел? Нет. Где мессер упал? Куда посылать за подтверждением? Только ты учти, что летчик, который туда полетит, будет жизнью рисковать. Давайте дальше. Оповещение у них здорово поставлено. Главная линия фронта на Бреющем прошли на цыпочках. А нет. 6 мессеров против 6 наших. Ну и пошло-поехало. И так каждый раз. Кружимся. Жжем мотор, жжем патроны. А толку чуть. Я думаю, немцы нас на новичков разменяли. Это что, по-вашему, получается, что мы не можем справиться с желторотыми птенцами? Ну, с чего такие выводы? Асы обычно не идут в длинные бои. А эти вон, все с вору бросаются. Согласна. Эскадра та же, а пилоты другие. А пленный немец тоже что-то про молодое пополнение говорил. Только мы сошли за дезинформацию. Да сомневайся, товарищ подполковник. Нет, я думаю, асов не в санаторий отправляют. Собирают в кулак на каком-то другом участке. Да вот где и зачем, мы не знаем. Так что отправляйте донесение в дивизию.
Пусть они там сомневаются. Давайте дальше. Кто у нас звезда экрана? Товарищ капитан Терентьев. Поехали. Слышал, ты сегодня немца сбил? Да не то чтобы сбил. Ах, да, ты же у нас снайпер. Сразу ганс и бац. Он, самолет сам потом долетел. Парни. А? Да пошли вы. Чё? Что это? Не видишь? Звезду рисую. Звезду вижу. Терентьев-то кого сбил? Не знаю, меня там не было. Сказали рисовать, вот и рисую. Угу. Товарищ капитан, разрешите спросить? Спрашивай, лейтенант. Вольно. Что же это получается? У литовщика звезды понимаю. Терентьев кого сбил? А что же рисует? Объясните, кого он сбил? Ты ж сам видел. Девчат, продукты возьмите. Ага, спасибо. Кино совсем смотрел. Вот как нас сбивать, в клочья. Так немцы сбили Бес и Лидия. Терентьев стрелял уже в падающий самолет. Вот. Значит, не тот и не другой. А это значит никто. А если немец кем-то сбит, значит, это замполит. Тебе куда ехать? Да КПП. Товарищ капитан, надо бате сказать. Лёнь, держись. Ты что, в детском саду родился? Ты думаешь, батя не знает? Ты пойми, за истребитель 1000 рублей, за бомбер 1,5. Если немец сбит в группе, значит деньги уходят на счет эскадрильи. А это значит никому. А так замполиту. И замполит доволен. И мы в порядке. Понятно. Говна меньше, понял? Скажите, а у него что, все 7 такие? Почему 7? Один он точно сбил, я сам видел. Страшен человек, решившийся победить, либо умереть. И это очень хорошо известно нашему противнику. После победы в Сталинградском сражении, после прорыва кольца Ленинградской блокады. Товарищи, радостные вести доходят до нас с фронта. Растет мощь ударов нашей авиации. И наш полк не отстает. Так всем хорошо известный летчик Покрышкин недавно получил звание Героя Советского Союза. Избитый сегодня мной самолет – это не моя личная победа. Это наш вклад в общее дело. Помните, товарищи, Родина того же ждет и от вас. Спасибо за внимание. Встать. Все свободны. Товарищ подполковник, разрешите войти? Проходите. Пришло срочное задание сфотографировать огневые точки вокруг переправы противника. Вылет перед рассветом. Шугаев, пойдешь с фотокамеры. Хотел отличиться? Вот тебе возможность. Только учтите. Съемку надо проводить с малой высоты, значит, бить вас будут по-черному. Задание с огоньком? Товарищ Мироненко расскажет маршрут. Значит так, идете по руслу реки до переправы у Суховки. Дальше река раздваивается, идете правым рукавом. Товарищ подполковник, донесение. Колокольня. От колокольни ложитесь на 60 градусов. Пока понятно? Угу. Паш, информация пришла по твоему немцу. Ребята из соседнего полка летали. Угу. Поздравляю. Я не понял иронии, лейтенант. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Валяй. Ведомым со мной кто пойдет? Один пойдешь, командиром группы. Еще есть вопросы? Никак нет, разрешите идти? Выполняй. Есть. Продолжай, продолжай.
Как только лесополоса заканчивается, разворот на 45 градусов, возвращаетесь к реке. Заходите в тыл, чтобы выиграть хотя бы пару минут за счет внезапности. Вопросы? Никак нет. Никак нет. Выполняйте. Есть. Есть. Смотри. Наши вроде. Началось. Так, руки-ноги целые? Целые. Так, сейчас быстро за мной. Не отставай, вперед! За мной, быстро, быстро! Твою мать! Живо! Бегом! Куда? Куда? За мной! Куда, вашу мать? Угомонились, кажись. Да, вроде бы. Ну чё, летуны, добро пожаловать с небес на землю. К бою! Пошли с батей знакомиться. Головы! Ну чё, не посрались? Нет, вроде. Репей, что ты людей смущаешь? Не зима же. Какая разница, зима, не зима. Зимой, если обосрешься, просушиться негде, считай, все, змерзнешь насмерть. Поняли? Здорово приземлились. Сижу, смотрю, летите, прям мне на башку. Думал, все, кранты. Заходи давай. Ага. Летуны, блин.
Я Бордо, прошу посадку. Я пустой, прошу посадку, как поняли. Посадку запрещаю, у тебя худой на хвосте. Вижу мессера, вижу. Бордо, уводи его подальше. Уводи. Есть другое предложение. Теперь видно. Значит так, капитан. В первую очередь, транспорт любой, чтобы мы смогли добраться до ближайшего штаба. Капитан, вода. Кроме того, нужно срочно связаться с нашим полком, сообщить о нашем местоположении. Смотри опять. Защемил, наверное. Нет, это от контузии. Да, и самое главное, тягач любой, танк, трактор, чтобы вытащить наш самолет. Немцам он не должен достаться ни при каких обстоятельствах. Политрук, что ли? Я не с вами разговариваю, товарищ ефрейтор. Капитан, вы меня слышите? Да, по-моему, нет у них никакого трактора, Павел Алексеевич. Да и вообще не понимаю, что здесь происходит. Вот вы, капитан, я к вам обращаюсь. Вы на кого похожи? Солдаты должны брать с вас пример. А вы? Что это за вид? Вы офицер советской армии. Капитан. Танк, да, хорошо будет. Идите, если надо. Моих никого не дам. Так уже с утра третья атака. Это 6 за день? Это той ночью. Значит, что посоветую? Поспите, пока не началось. Репей! Да. Присмотри за товарищем. Есть. Вот летуны. Устраивайтесь. С комфортом. А это чтобы не замерзнуть. Это что, с трупа? Точно, политрук. Фиалка. Задание выполнил товарищ подполковник. Фотографирование провел, пленку доставил в целости и сохранности. Вольно. Ну еще мессер сбил. Но это вы, наверное, видели. Мессер-то ты сбил. Только он наверняка успел сообщить своим про аэродром. Почему один вернулся? Терентьев с Масловым где? Терентьев еще сбили на фотографирование. Он выпрыгнул с парашютом. Маслов его подобрал. Вот, они шли за мной. Вдвоем на одной машине? Да. Товарищ подполковник, вот, они до линии фронта дотянули. Вот, а у Суховки я их потерял. И что с ними? Они упали, сели на той стороне или на нашей? Не знаю, товарищ капитан, не видел. Так куда ж ты смотрел? На мессера я смотрел, от них уводил. А еще мне бензин кончился. А еще мне задание было доставить разведданные любой ценой. А еще вы Потом видели, разбираться будете, Лида. Бери в Девасова и прочешите все вокруг Суховки. Если самолет на той стороне, уничтожите. Выполняй. Есть. Вадивасов, хватит. Волков, к связистам обзвонить все части в районе Суховки. Не садился ли самолет у них или у соседей. Выполнять. Есть. И немца осмотреть надо. Труп, в смысле. Разрешите мне, товарищ подполковник. Отставить. Дементьева, Гусева, выполняйте. Есть. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Служу Советскому Союзу. Сержант Бес. Я. За мной. Ты молодец. Ага.
в кабину. Парашют-то у них хорошая. Шелк мягкий. Да брось ты его к чертовой матери, а. Давай. Поехали, поехали. Форма новенькая. Самому лет 20, не больше. Садись. Фельдфебель. Угу. Точно новичок. Товарищ подполковник, самолет Маслова нашли. На нейтральной полосе лежит. Разбились. Цело вроде, но рядом не сядешь. У немцев как на ладони. Какая там часть стоит, знаешь? 52-й полк. Только с ними связи нет. Их 5-й день как отрезали. Каждый день пытаются к ним пробиться, пока не могут. Свободны. Есть. Есть. Летуны. Налетай, ужин. Сегодня двойная порция. Половина нашего батальона поубивала. Пропадать же. Ты только послушай его, Маслов. Полное моральное разложение. Не хотите, не ешьте. Может, поберечь запас? Кто знает, сколько нам тут сидеть еще. Да у нас патронов на 2 атаки осталось. Так что ешьте, не стесняйтесь. Дай-ка. Что ж с ним делать, а? Товарищ капитан, я слышал, вы Боркин самолет нашли? Нашли, дальше что? Это я вас хотел спросить. Вам Борька кто? Ведомый без году неделя, а мне друг. Если он не вернется, я себе не прощу. Я, а не вы. Приятного аппетита, товарищ капитан. Ешь. Ешь, сказал. Маслов, спасибо тебе. Ну что, Свет, не побоялся? В общем, поступил как настоящий боец. Настоящий товарищ. Давайте лучше спать, товарищ капитан. Не спать!
случайно не на илах ходите? Я вообще илы уважаю. Они когда окопы песочат, у немцев аж мозги от страха отказывают. Мы илы как раз сверху прикрываем. Уважаю. Не, ну мы так-то видим вас, когда облаков нет. Туда 6 летит, обратно 2. Да, брат. Война, она для всех одна. Все. Да. Черт. Да уж. У них с техникой не заряжится. Да ты понимаешь, что это? Отдать боевую машину в руки противника. Ефрейтор, где капитан? Пусть что хочешь делает. Нужно решать самолетом. Граната есть? Лучше бы, конечно, несколько. Организуем. Маслов, ты куда собрался? Если хотите, можете тут подождать. Вы на что намекаете, товарищ младший лейтенант? Репей! Куда гранаты? Говорю, летуны попросили. Зачем вам гранаты? Нужно ликвидировать самолет. Выделите 4 бойцов. Моя задача удерживать данный рубеж. Солдат я вам не дам ни одного. Репей, прикрой летунов. Есть. С вами разговаривает заместитель командира полка. Я повторяю приказ. Учтите, я жаловаться буду. Стой. Дай мне связку. Выполняй приказ старшего, давай. Стоять. Каску снимаем. Держи. Свободно. Вот психи. Черт. Ну, Маслов, на всю голову тряхнутый. Куда ты собрался? Я что-нибудь придумаю. Осторожно, осторожно. Держи, лейтенант. Держи.
вдоль в тыл. Вот ваша машина. Как звать-то тебя? Павел. Сергей. Борис. Сергей. На сборы вам 15 минут. Бывайте. Слушай, Маслов, когда к нашим приедем, ты думаешь, что говорить, что нет? Понял? Без шоколадку будешь? Бери, бери. Спасибо. Боря. Борька. Здравия желаю. Живой. Живой, Борька. Борь. Борь, ты пойми, он мне на хвост сел, слышь? Худой мне на хвост сел. Видел, Ленька, видел. Борь. Галина Николаевна. Потом, Садись, потом. поешь. Борь. Борь. Борь, я его сбил, слышь? Я его зараз сбил. Я сбил свой первый, Борь. А я тоже Лень сбил. Свой собственный, правда. Ага, я сейчас. Как самочувствие, товарищ младший лейтенант? Заставили вы нас поволноваться. Хорошее самочувствие. А так и не скажешь. Вам бы отдохнуть. Да тут ведь такое дело, товарищ капитан. Я-то думал, война, она для всех одна. А она, оказывается, разная. Борь, ты сначала руки помой. Пойдем. Пойдем, а потом сядешь, как человек поешь. Точно, руки. Пойдем, пойдем. Забыл совсем. Вы где были-то? А мы тут даже не знаю, что думать-то. Нам всем надо оказаться в окопах, чтобы по-настоящему понять войну. Мы сражаемся в небе, но нельзя забывать о простых тружениках войны, о пехоте. На их плечах наши победы. Я счастлив, что нам довелось им помочь. Мы победим. Потому что мы сражаемся не только за свою жизнь, а за свободу своей страны. В этом наша сила. Мы победим. Победим. Виктор Степанович, я что-то не пойму. Погода как на курорте и ни одного вылета. Про нас что, в штабе забыли? А может, война кончилась, а мы тут не знаем? Нет, я серьезно, столько вылетов потеряли из-за тумана и дождей. Сейчас бы наверстать. Может, позвонить в штаб? В штаб? Это хорошо. 3 дня назад налет на станцию был, помнишь? Да я в курсе, но там вроде отбились. И с минимальными потерями.
Ну да. Бронетехника не пострадала, а горючее, оно, понимаешь, горит. Так что 2 эшелона с керосином, которые для нашей дивизии предназначались, сгорели так, что цистерн не осталось. Поэтому летать нам, товарищ Лагоза, практически не на чем. Так что для всего личного состава у нас временная передышка. Понятно. А если налет? Ну, вылета на 2-3, топлива хватит. Ну, это на крайний случай. Понятно. Значит, для личного состава версия такая. Передислокация. Хорошо. Передислокация. Понятно. Виктор Степанович, а может нам учебные стрельбы устроить? На линии ведения огня шагом марш! К бою! Огонь! Оружие к осмотру! Осмотрено, 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 осмотрено. Ну что, не царапина у фюрера, а? Да мимо все, товарищ подполковник. Да мы тут все не снайперы. Что ж за позор на мою голову? А если бы не мишень? Если, не дай бог, жизнь будет зависеть? Вы же в немца в упор не попадете. Так я ведь попал, товарищ подполковник. А я, по-твоему, слепой, О, да? щепки летели. Бутылка коньяка тому, кто попал фюреру в лоб. Товарищ подполковник, разрешите вторую попытку. Хитер, бобер. Кто там следующий? Владивасов. Пусто? Дементьева. Да, товарищ подполковник. Зря ты старался, все это рисовала. Могла бы одну мишень на всех. Кто там следующий? Васильев. Тоже 0. Михалев. Стыдно. Ничего себе. Вот это я понимаю. Сержант Бес получает бутылку коньяка. Ура! 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 Спасибо, товарищ подполковник. И назначает инструктором по стрельбе. Занятия проводить не реже 2 раз в неделю. Выполнять. Есть. Кругом. Шагом марш. Вторая группа на линии открытия огня. Шагом марш. К бою. К бою. К бою. Огонь.